Это моя вина. Зей, отставить панику. Как мне не паниковать? Софи, у этой маньячки мне надо прибыть на стройку. А что тебе мешает? Ну как тебе сказать, я перешел дорогу этой сумасшедшей, и теперь она готова меня выпотрошить. Может, твоя смерть спасет Софи, зато из бренного мира уйдет достойно. Дядюшка, мне не до твоих черных шуток. Ну, если ты не хочешь умирать от руки мисс И, то мы можем позвонить мистеру Казаряну, и тогда ты умрешь от его руки. Дядюшка! Я поклялся шефу, что буду беречь Софи. Софи нет! Тогда мы обратимся к Харди. Погоди. Алло, агент Харди, это Ли. Триада объявилась. Они похитили дочь мистера Казаряна и вызывают Зея в некий Майл Хай Клаб. Этот вечно строящийся небоскреб? Ладно, приезжай ко мне в бюро, обсудим все лично. Да уж, а Беладонна и со своими щенками хорошо нас изучили. Полагаю, что за грабу пока не стоит говорить про девочку. Ни в коем случае. Как шеф? Придется несколько дней полежать в больнице. Джей, покажи записку. Джей Ли, Софи у нас. Ждем тебя одного ровно в полночь в Майл Хай Клаб. Никаких полицейских и федералов. Не придешь, Софи полетит с крыши. Вот как. Как поступить так, чтобы никого не привлечь, но при этом разобраться с мисс И окончательно? У нас расклад такой. Остатки триады на стройке с заложницей. Казарян в больнице пока не знает. И не должен знать. У меня есть идея. Раз уж никакой полиции федералов, ты, Джей, вместе с дядюшкой пойдешь к стройке, а я буду вас прикрывать. Если это спасет Софи, то я согласен. Алло. Буэнос тардес, сеньор Гонсалес. Это ваша старая знакомая, Беладонна И. Что? Я слышала, что у вас проблемы с поставками. Что? Откуда у тебя мой телефон? Да с твоим кузеном встретилась. Он пытался продать мне кокс задешево, но застал меня врасплох. Я предлагаю сотрудничество со мной, чтобы поскорее компенсировать недостачу из-за ошибок Диего. Где Диего? Об этом не волнуйся. Он где-то прячется. Боится меня, боится Заграба и тебя. Но я тут осела в Лос-Сантосе и готова заменить твоего кузена как твой новый партнер в Сан-Андреасе. Советую сотрудничать. Иначе что? Иначе я расстроюсь. Вырву с мясом позвоночники твоей родне в Лос-Сантосе и до тебя доберусь. Как ты понимаешь, так же легко, как мой отец дал тебе этот бизнес, я могу его отобрать. Что скажешь? Похоже, ты ни перед чем не остановишься. Я готов. Ты такой обаяшка, Пепе. Жди моего звоночка. Чмоки. Ну, мисс Казарян, как вам видно город? Отвали от меня, крокодилица! Запомни, куколка, веди себя тише воды, ниже травы и жди своего дружка. И тогда, может быть, ты останешься жива.
Но, Беладонна, мы же договорились. Ты же мне говорила, что... Я много что могу сказать, Пауло. Успокой свою подружку, пока я сама этого не сделала. Навсегда. Пауло, отпусти меня. Я ведь ничего тебе не сделала. Твой папаша и твой новый ухажер опозорили меня на весь интернет и отправили в больницу. Ты про Джея? Он не мой ухажер. Ты что, не видишь, что это страшило ненормальное? Это временное сотрудничество. Потом я начну свое дело в Лос-Сантосе. Я не удивлюсь, если она и тебя с крыши сбросит. Мне плевать, что ты говоришь, Софи. Решаешься меня толкнуть, Джаньян? Был бы я зрячим, то имел бы удовольствие видеть, как ты падаешь. Я не против. Но я перед тобой. Нет, и я хочу чувствовать, как я тебя убиваю, и слышать твои предсмертные хрипы. Ты до смешного пафосен, друг мой. Так, уже почти полночь. Джаньян, спустись вниз. Наш Джелли должен прибыть ради своей подруги. До смешного пафосен, самодовольная лицемерка. Если кто-то будет с ним, убейте. Но мальчишку не трогать. Он мой. Алло? Здравствуй, Заграб. Как твое здоровье? Ты? Какого черта ты мне звонишь? Ты в курсе, что пока ты мирно лежал в больнице, твоя Софи оказалась у меня? Ведьма! Что ты с ней сделала? Только не вздумай мне угрожать, пробовать искать и так далее. Веди себя тихо, иначе твоя дочь научится летать. Ты натравил этого мальчишку Джелли на меня, вмешался в дела Тонга Красного Гекко и думал, что это так просто сойдет тебе с рук? Нет уж. Теперь получай последствия. Я расправлюсь с этим Джеем и твоей дочкой и доберусь до тебя. Я убью тебя. Попробуй. Зок, что случилось? Софи похитили! Она у китайцев! Твою мать! Черт! Одну минуту, амиго. Джей, ответь. Черт, что мне делать, Хуан? Зок! Доктор, мне немедленно надо в Лос-Сантос. Это срочно. Мистер Казарян, у вас серьезная рана. Вам нужно минимум неделю побыть в палате. Даже и не просите. Мы и так вам разрешили посещать вашего друга. Вот осел! Зок, есть одна идея. Сразу скажу, она тебе не понравится. Ты о чем? Отключи меня от аппарата жизнеобеспечения. Персонал отвлечется, и ты побежишь. Хуан, у тебя мозги отшибло такое предлагать. Ты понимаешь, что серьезно рискуешь. Зок, мой падре был знаменит трюком с остановкой сердца и научил ему меня. Со мной все будет в порядке. Тебе надо спасать Софи. Ох, замолви на том свете за меня словечко, если не откачают. Непременно, амиго. Рубен, готовь машину! Есть, шеф. Помогите, моему другу плохо!
ты, Дзей? Пока еще живой. Эти последние месяцы только и делал, что бежал от всех, кому умудрился насолить из-за своих неудачных действий. Если я готов пожертвовать собой ради друзей, то это, пожалуй, единственное, что у меня получится. Так я буду в расчете с шефом, с тобой и, главное, со своей совестью. До слез, племянник. Знай, я тебя люблю, мой мальчик, и горжусь тобой. Я тоже тебя люблю, дядюшка. Хватит эту мыльную оперу разводить. Я уже поднялся и вижу вас. Вэк-И, она ждет тебя. Твою мать! Джей, ты там штаны не обмочил? Да ну вас всех! Дзей, спокойнее. Лифт не работает. Пешком поднимемся? Черт, дядюшка, я же не серьезно! Дядюшка! Ненавижу себя! Дядюшка! Я больше не могу! Ноги отказывают! Что за молодежь спасла? Обленились. Я в твоем возрасте в марафоне Гонконг-Шанхай участвовал. В басмаках старшего брата. Из соломы. Причем оба были левые. Парни, я вас не вижу. Мне придется сменить позицию. Черт! Алло, Заграб? Понял, моя дочь пропала! Джей не отвечает! Заграб, успокойся. Мы с Джеем и его дядей прямо сейчас контролируем ситуацию. Вы... что? Где вы сейчас? Мы по-тихому штурмуем Mile High Club. Там и прячет Софи. Я скоро подъеду. Парни, у нас форс-мажор. Скоро сюда явится Заграб. Чую, будем прорываться боем. Теперь у меня нет повода трусливо сбежать. Пойду вперед, прикончит И. Пойду назад, прикончит шеф. Этот самоуверенный молодой голос с саркастичным тоном. Полагаю, ты и есть тот самый мальчишка. Заньян, рад встретиться. А где мисс И? А ты тот старик, который обвел меня вокруг пальца в лесу. Я тебя помню. Попробуйте меня провести вновь. Цей, беги, я его отвлеку. Дядюшка! Спасай девочку. А ты не простой, Заньян. Ты неохотно служишь своей госпоже. Она никогда не была моей госпожой. Ты необычный воин. Тебе тяжело даже произносить имя своей госпожи. Видно, за этим стоит какая-то история. Решаешь меня на откровенность потянуть? Это твое предсмертное желание. Я лишь пытаюсь понять тебя. Ты можешь сделать со мной 100 хватит, когда завершим разговор. Ох уж это стариковское любопытство. Ладно, так и быть. Слушай, когда-то давно я жил в Северном Янгтоне. Я состоял в тонге Белого Тигра, управляя этим городом подкупами и шантажом. Все было замечательно, пока в город не явилась она. Беладонна и ее отец, отступник Тонга Красного Геккона из Сан-Фьера Джон И, захватывали местный бизнес, убирая опасных конкурентов. Ее ублюдки уничтожили моих друзей и банду. А мне, как выжившему, она прописала удар кинжалом в лицо. Она полоснула меня прямо по глазам. Я больше не мог видеть. Я не отличал дня от ночи. Я не знал, куда шел. После всего этого я думал о самоубийстве, пока не осознал одно. Я хочу отомстить за то, что случилось со мной и с моей триадой. Я смог натренировать все остальные органы чувств, чтобы компенсировать потерю зрения. Я встретился со своим мучителем. Она тоже была искалечена. Что-то роднило нас. Но в моей душе кипела месть. После того, как ее отца арестовали, а его наркоимперия разрушилась, Беладонна И
решила привлечь меня на свою сторону. Мы заключили с ней договор. Я убью ее, когда я буду к этому готов. Все эти 15 лет я предпринимал попытки ее уничтожить, но каждый раз и была готова отразить смертельный удар. Видишь ли, старик, я никогда никого не подговаривал совершать на нее покушение. Знаешь почему? Только я должен ее уничтожить. И уничтожить так, чтобы я слышал предсмертный хрип из ее раздавленной гортани. Только я, Джан Ян. Именно этим кинжалом она ослепила меня. И именно этим кинжалом я оборву ее жизнь. Не надейся, что твой мальчишка одолеет ее. Я уверен, что и его подружке тоже настанет конец. Вы проиграли. Здесь превыше разума. Заньян, ты даже не понимаешь, как ты себя обманываешь? Что? Заграб. Ты что, из больницы сбежал? Бойл, я в порядке. Где они? Наверху. Триады отключили лифты, поэтому мы потеряем кучу времени, если будем подниматься пешком. И что будем делать? Я уже запросил вертолет. Ты был настолько самоуверен, что не понял главного. Мисс И нужен был берсерк, который бы уничтожал неугодных ей людей. Ты стал идеальным кандидатом. Ты вымещаешь на всех злость за то, что так и не сумел убить И. Для тебя каждый убитый — это она в твоем воображении. Думаешь, И не знает об этом? Да, Цзаньян, ты не очень-то и хотел убить ее. Потому что, как бы ты ни старался это сделать, она пресекала покушение. Это давало тебе настрой на следующее, параллельно давая тебе возможность выместить злобу на других. Ты страдал достаточно. Позволь моему племяннику с ней разобраться. Она будет наказана за все, что она натворила. Господи, делайте, что хотите. Я больше так не могу, старик. Так, Джаньяна нет. Видимо, мальчишка был не один. Паулу, убей ее. Что? Твой друг нарушил уговор и притащил с собой подмогу. Паулу, приступай. Паулу! Паулу, убей ее, иначе я убью вас обоих. Минутку, Беладонна, мы же с тобой партнеры, а значит, я не обязан тебе подчиняться. Партнеры, моя правая рука Джаньянь, безвольная марионетка с иллюзией выбора, и ты такая же марионетка. Ты следующая. Отпусти ее! Как дела? А ты вовремя. Черт! Софи! Папа! Она убила Паула! Все хорошо, дорогая. Идем отсюда. Ну, Джейли, как насчет того, чтобы решить раз и навсегда наши проблемы в поединке? Хорошая идея.
вас всех. Теперь мы в расчете. Джаньян, ты все-таки смог. Как вы? С мисс И покончено. Главное, что с Софи все в порядке. В порядке? Папа, Пауло меня похитил. Он не пытался защитить меня от нее. Неужели тебе настолько безразлично? Софи, мне не безразлично. Может, он и был хорошим парнем, но это не отменяет того факта, что вы курили и нюхали всякую дрянь вместе. Ты сама понимаешь, что это такое и к какому концу это может привести. Это моя вина. Я так заботился о работе и о борьбе с наркоторговцами, что едва тебя не потерял. Я люблю тебя, Софи. Я хочу помочь тебе. Дай мне шанс. Я тебя тоже люблю. Я согласна на лечение. Надеюсь, что все закончится. А где Джей? А где Джей? А теперь поприветствуйте нового короля Лос-Сантоса! Джей, не обижайся, но ты выглядишь крайне нелепо. Ой, все, Софи, ты портишь такой момент! Благодаря нашим действиям мы снизили уровень преступности. И последнее, мы поговорили с директором и решили отправить в Вашингтон агента, особо отличившегося при проведении последних операций. Агент Ли. Что? Кто это вообще такой? Ну нахер! Спасибо большое. Я обещаю, что не подведу часть мундира Федерального бюро. Ну ты видел? Видел? Ее разно. Все кончилось. Остатки Тонга Красного Геккона после смерти И убежали обратно в Сан-Фьеро, но так и не смогли восстановиться в своей прежней силе. Что касается Джаньяна, его судьба осталась неизвестной. Мой шеф, известный адвокат и глава того, что осталось от армянской мафии, договорился со своими знакомыми с Pacific Standard банка об аренде нескольких помещений, чтобы возродить Зогр. Отец Магомеда помирился со своим вечным еврейским врагом из... как там его... Абаси. Они вроде как начинают совместный бизнес. Шеф решает выполнить обещание и вылечить своего друга Хуана, поэтому какое-то время его не будет в Штатах. Моя подруга Софи решила заняться реабилитацией, но пока у нее это не сильно хорошо получается. По слухам, отец бывшего бойфренда Софи, Дон Панталоне, с горя завязал с криминалом и начал торговать хот-догами вместе с бывшим шефом бюро Гибсона. Угощайтесь моей большой сосиской. То есть не моей, а нашей. То есть хот-догом. Ладно. Хотя не, даже мне кажется, что это какая-то дичь. Глава Фалосов был арестован, но благодаря брату, большой шишке в одной частной военной компании, он сумел освободиться. Хитман не в курсе, что этот брат обещал Харди контролировать его деятельность. А я при поддержке шефа создал транспортную компанию по перевозке через границу, неважно чего. Мне стоит поблагодарить того доброго мистера.
Потом новую как-нибудь куплю. Ну, Стас, племянник, завтра я поеду в Вашингтон. Это замечательно! Не знаю, что там со мной будет. Ты, главное, береги себя. И ты тоже, ведь быть федералом опасная работа. Я всего навидался, можешь меня не пугать. Красивый закат, правда? Ты как всегда прав, дядюшка. Как всегда. Запомни это имя крепко. Кто знает, как упадет монетка, провал или удача, приятель или враг. Чтоб достигнуть финиша, надо сделать первый шаг. В Гонконге не сложилось, не захотел рвать жилы, забрал джекпот и тут же потерял. На стареньком буксире с дядюшкой Пронырой Джей Ли пересекает Тихий океан. Встречай его Лос-Сантос, ищи его триада. Джей Ли и его банда все сделают как надо. Джей Ли, запомни это имя крепко. Кто знает, как упадет монетка, провал или удача, приятель или враг. Чтоб достигнуть финиша, надо сделать первый шаг. Побега не случилось, триада заключила в холодные объятия змеиного гнезда. Не стоит слишком рано ему копать могилу. Джей Ли идет в фарватере событий, как всегда. Лос-Сантос неспокоен и по пятам триада. Если ты достоин, живым выйдешь из ада. Джей Ли, запомни это имя крепко. Кто знает, как упадет монетка, провал или удача, приятель или враг. Чтоб достигнуть финиша, надо сделать первый шаг. Кто победил дракона, становится драконом. Кто продал свою совесть, тот потерял себя. Для Джея из Гонконга сложилось все неплохо. Кто знает, что в дальнейшем ему сулит судьба. Джей Ли, запомни это имя крепко. Кто знает, как упадет монетка, провал или удача, приятель или враг. Чтоб достигнуть финиша, надо сделать